Так, всем привет. Короткий гайд по тому, как пользоваться приложением. Первый шаг. Вам необходимо зарегистрироваться. При регистрации от вас не требуется ни номер телефона, ни подтверждение по почте. А, Юзернейм и паспорт должны быть не короче 5 символов. Регистрируемся. Нам предлагают сохранить TXT файл. Обязательно это сделайте, потому что там находятся данные от вашего аккаунта. И по-другому, если вы данные потеряете или забудете юзернейм или паспорт, по-другому вы войти не сможете. Сохранили. Здесь же находится секретный ключ, при помощи которого можно сменить пароль. Здесь нужно будет указать юзернейм, новый пароль и секретный ключ. Так, теперь войдем в аккаунт. Вошли в аккаунт. Для того, чтобы создать сетку, вам минимально необходимо создать хотя бы одного драйвера. Вот этим и займемся. Создадим. Параметры можно скрывать для удобства. Разделены логически на 3 части. Выберем необходимые параметры. Да, подсказки сейчас не работают, в них это будет еще доделываться, в них информация, такая здесь заглушки стоят, короче. Вы можете даже не менять параметры для того, чтобы сохранить или создать пилота. Самое главное задать ему имя. Имена могут повторяться. Это не проблема. А, Имя должно быть, ну, не короче одного символа и не длиннее 20. Выберем страну. Создадим сразу же второго. Фильтры low, mid и high, они привязаны к среднему значению скилла. Вот сейчас 0,583 это среднее арифметическое значение для скиллов, которые влияют на скорость, на стабильность, на ошибки пилота. Среднее арифметическое значение указано вам просто как ориентир. Никак в игре оно не фигурирует, его нет в API игры. Отсюда вы можете удалить пилотов, выбрать и удалить через подтверждение, либо же отредактировать. Например, Алексу обновили. Его среднее арифметическое значение выросло. То есть вот вам маркер, опять-таки, что отталкиваться. Теперь самое время создать сетку. Я перешел на другой аккаунт, где больше драйверов, просто чтобы было удобнее тестировать и показывать. Вот так у вас должен выглядеть список, когда у вас их будет много. Так, создать сетку. Выбираем гоночную серию. Гоночные серии представлены сейчас не все, потому что большое количество времени занимает достать игровые данные, переместить их в приложение и протестировать еще в игре. Да, сразу оговорюсь, что разработчики периодически меняют название ливрей. Я так понимаю, это связано с лицензированием. Также я могу допустить ошибки при переносе игровых данных. И в таком случае машина может не загрузиться. Точнее, не то, что может, она точно не загрузится в игре. Если такое обнаружите, сообщите мне в теме на форуме, потому что физически все один тщательно протестировать я не могу. Ну, не хватит времени. Так, выбираем необходимую вам гоночную серию. Так, выбираем гоночную серию. Загрузились наши картинки. Как и при создании пилота, важно указать, придумать название, хотя бы минимально один символ. Описание не обязательно, но можете его сделать, чтобы вам было удобнее потом искать и пользоваться поиском.
Я сейчас просто напишу хоть что-то. Теперь выбираем ливреи. Ливреи-машины, которые хотите видеть в сетке. И теперь выбираем пилота, которого мы хотим посадить в машину, привязать. Выбрали пилота, появилась кнопка привязки. Посадили. Вот мы выбрали 6 пилотов. Мы можем удалить, высадить из машины. И он вернется назад в список. Вернем. Теперь сохраним сетку. Сетка сохранилась. Кнопки удаления пилотов исчезли, потому что сейчас вы находитесь в режиме просмотра, для того, чтобы вы случайно что-то не удалили, не изменили. Если вы хотите изменить сразу же сетку отсюда, нажимаем Edit, входим в режим редактирования. И, допустим, добавляем еще 2. Итого мы посадили 8 пилотов, привязали 8 машин. Это важно. Сейчас объясню почему. Нажимаем Save. Подтверждаем, сохранили. Отсюда можем скачать архив сразу же. Почему архив скачивается, а не XML-файл? Потому что изначально я делал приложение с оглядкой на контент-менеджер существующий. С ним есть проблема, он не всегда корректно работает. У него перетаскивание файлов не работает, либо же он то ли игру не видит. В общем, сейчас будем без использования его тестировать сетку в игре. А пока зайдем сюда, зайдем в сетки. У нас теперь появилась, до этого я одну создавал, у нас теперь появилась наша сетка, которую мы только что создали. Допустим, так, мы видим ее. Здесь меню не информативное, оно будет переделываться. Мы можем отсюда опять-таки скачать этот архив, либо удалить сетку. Вот удалим другую сетку, существующую. Удалили. А в эту мы можем зайти и опять же редактировать, либо скачать, там как удобно. Так, идем в игру. Так, теперь необходимо поместить XML-файл в файлы игры. Заходим там, где у вас находится в Steam папка с автомобилистой, с игрой User Data. Удаляем. Ну, я удалю то, что у меня там было. Видим наш архив. Перемещаем внутрь файл. Именно сам файл. Можно просто кидать в корень, в принципе, разархивировать вот таким образом. Будет то же самое. Теперь крайне важный момент. Сейчас, когда мы зайдем в игру, важно указать правильное количество, выбрать правильное количество драйверов искусственного интеллекта. Столько, сколько выбрали машин. Иначе у вас сетка не загрузится корректно. У вас загрузится лишь только часть сетки. Чтобы не запоминать, сколько вы там машин выбирали. Здесь название сетки, которое вы придумали. Дальше гоночная серия, вам подсказка. И в квадратных скобках точное количество выбранных машин. То есть 8 штук. Вот теперь держим это в голове, то что 8 штук мы должны выбрать. Запустилась игра, выбираем либо режим одиночной гонки, либо чемпионат, неважно там кому как удобней. GT4, она у меня это гоночная серия и выбрана. Выбираем правильное количество пилотов, оппонентов, 8 штук. Если выбрать больше, как я уже сказал, то они не загрузятся. Выбираем 8. Видим, что наши пилоты загрузились правильно. Теперь для наглядности я покажу вам, что будет, если выбрать чуть больше. Вот то, о чем я говорил. Мы выбрали 9 пилотов,
вместо 8. И теперь у нас сетка неправильная. То есть у нас загрузился 4-й, 2-й и вот 1, я так понимаю, да? 1 наш пилот. Просто вы этого можете потом не заметить, когда вы дадите нормальные имена, и у вас будут вперемешку с игровыми пилотами, драйверами. Это будет тяжело отследить. Так, на этом пока все. В планах развивать приложение дальше. В ближайшее время хочу реализовать интересную фичу, которая напрашивается с появлением последнего обновления в игре. Параллельно буду доделывать интерфейс, так как некоторые моменты мне откровенно не нравятся. Сервис бесплатный. Сейчас вы меня можете поддержать тем, что будете рассказывать о нем и рекомендовать другим игрокам. Ваша активность напрямую мотивирует меня развивать сервис и оплачивать хостинг. Приятного использования, спасибо за внимание. Всем пока.